Сегодня на обзоре пляж с интересным названием Ломаной. И здесь такой въезд, раз, и лестница вниз. Еще написано входная плата 10 песо. Стол 100 песо, коттедж 300. Ну чтобы посидеть, короче. Вон беседки. Справа скалы. Слева продолжение пляжа. Там у нас, кстати, водопад, мы тоже посетим. Но я не думаю, что я буду вот так пробираться. Я попробую это дело объехать. Он буквально в метрах 800-700 в ту сторону. Пляж сам по себе приятный. Здесь мелкий камень и немножко ветрено. Грязновато из-за водорослей. Так, в целом пляж приятный. Вот здесь все слева продолжается все какое-то предприятие, я не знаю. Там вначале работали генераторы. Здесь просто какие-то бараки длинные. Вот разница видна, то что здесь нет водорослей, а здесь то, что темное, это все водоросли. Все дно в водорослях. Ну, вода относительно прозрачная. Прекрасный вид отсюда. Но, конечно, меня очень манят вон те скалы. Проплыть вдоль скал до туда. Только достал камеру, она улетела. Сидела здесь птичка. Ну как птичка? Такая мини-цапля. Мини-цапля. Вот. Здесь забаррикадировали какой-то проход наверх. А вон там даже какая-то вывеска или табличка висит наверху. Интересно. Блин, интересно. Я, правда, не могу прочитать. Она далеко находится. И она уже от времени так выцвела. Вот видите, табличка на двух веревочках висит. И все, и там текста не разобрать. Находимся на еще одном водопаде рядом с пляжем. Такая донатная коробка, и сидит охранник, чтобы эту коробку не унесли. Ну вот, закинул 12 песо монетками. Слушайте, ну прикольно. Смотрите. Особенно если сейчас здесь побегать, попрыгать. Правда, купаться здесь, наверное, ну, как вы здесь покупаетесь? Я не представляю. А вот полазить, я думаю, здесь будет за милую душу. Сейчас спуститься чуть ниже. Народу, пятница, утро. Пятница, утро, а люди уже вон тусуются, играются. Там с мячом на воде. Но он такой короткий. Пляж короткий. Вот там он уже заканчивается. Напоминание про мусор. Забирайте с собой.
такое ощущение, как будто его каким-то способом сделали искусственным. Вы поймете почему, когда я поднимусь обратно наверх. Вы поймете почему. Вот вроде бы, да? Вот мы были на пляже, который находится в 700-800 метрах буквально. Народу там не было просто никакого. Здесь на водопаде, пожалуйста, сколько хочешь. Человек 20 я уже точно увидел за сегодня. Ну и край пляжа. Вот, кстати, маленькая небольшая веревочка. Ну, качельки для детей, я так понимаю, потому что есть не очень надежная веревка. Меня, я думаю, может быть, еще и выдержит. Но какое-нибудь другое 100-килограммовое чудо вряд ли. Там дальше уже камни мешают. Не знаю, как здесь люди купаются. Здесь вон довольно мутная вода. С той стороны уже скалы. Она там дальше уходит в какую-то такую интересную систему. Чтобы понять происхождение этой воды, нам нужно подняться немножко выше. Итак, видите, да? Здесь есть какая-то такая дамба интересная. Там как раз идет проход. Здесь она вниз. И возникает этот водопад. Но что там? Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Коза? Коза. Ну, а здесь уже чьи-то участки. Вот, что-то выращивают. Салат, может быть. О, арбуз. Маленький арбузик, видите? Еще арбузик. Да, смотрите, рыбка водится. Там в пруду рыбка водится. Ну, сетки маловато для хищников и прочего. Куда-то она там далеко уходит. И, возможно, это действительно горная речка. Или что-то такое. Сейчас мы будем забираться вот на те холмы наверху. Там должен быть прекрасный обзор. Просто я сейчас на байке. Не знаю, получится ли его. Тут наклон большой. Получится ли его сейчас так поставить, чтобы он не скатился. Холмы, которые мы сейчас будем покорять. Тут, кстати, тоже вдоль дороги были кресты. Я увидел 7-й крест, 6-й и 5-й вроде бы. И вот там вот наверху нас, скорее всего, ждет еще один. Вот там я вижу. Осталось только до туда доехать, забраться. Чутье подсказывает мне, что на холм надо будет забираться вот здесь. Хотя, ну, когда навигатор простраиваешь до маршрута, он говорит, что вы приехали где-то вот там, за поворотом. Крест стоит, по-моему, метка 11. Вот, то есть сколько их здесь, тоже вопрос все еще открытый. Сейчас мы здесь и узнаем, можно ли будет здесь пройтись на холм.
Да, здесь устраивали ночевки свои ребята. Вид просто обалденный. Сюда приезжать, ставить палатку и кайфовать бесплатно. По поводу разжигать костер не скажу, не подскажу. Надо будет у местных узнавать, какие тут правила. Может, надо еще с собой огнетушитель возить, как у нас в России. Ну, у нас так тоже не делают, но по идее вроде как нужно. Когда в лес ты выезжаешь, шашлыки ставить там где-нибудь в лесу. О, здесь есть какая-то святыня. Скульптура, памятник. Походу популярное место, раз здесь мусор. Видите, да? Тут зола, костры жгут. Люди свой мусор побросали. Как они отсюда это вывозят? Хороший вопрос. А вон какая-то дорожка. Возможно, как обычно, я перемудрил с заездом. Возможно, там был заезд где-то там в объезд. Но мы, как обычно, выбрали самый, возможно, сложный путь. Есть лавочки, есть куча места, пространства. Кто-то в пробке поставил веревочка, и она прибита на постамент. Холмы просто обалденные. И главное, сделаны качественно. Видите, да, сколько разных тропинок по верху. С подсветкой на этих батареях солнечных. Здесь он просто, краска потрескалась. Сам крест, я так понимаю, черный. Черный металл, покрашенный в белый цвет. Вот такие у нас сегодня прогулки по холмам. И не сказать, что они прям тяжелые. Они прям такие расслабляющие, медитативные. Ну вот, я особо туда даже и не запыхался. Это не потому, что я вниз иду, да? Ну и поэтому тоже. Не все дороги есть на картах. Итак, это у нас цифра 13, наверное. 13. 14 у нас там наверху как раз последнее есть. Давайте еще на этот холм заберемся. И потом пойдем уже спокойно сядем, поедем на водопад.
Нас с вами ждет еще один водопад. Вот только хороший вопрос, где он? Должен быть, по идее, наверху. Метка стоит прямо на дорогу. Как будто бы воды недостаточно. Суховато здесь. Ух, какие тут структуры, конечно, смотрите. Интересные. Труба такая мощная. Прям мощная труба. О, я его вижу. Я его вижу. Сейчас, если там будет куча людей, я такой выхожу снизу, это будет забавно. О, но это похоже на водопад. Честно говорю, я не смотрел, да, там картиночки, отзывы на этот водопад, поэтому для меня все так же, как и для вас. Впервые и в новинку. Там какая-то труба плавает. Вот она, наверное, воду и забирает. Или это просто обломок. Смотрите, красота, да? Не очень круто. Здесь камнями все обложили, чтобы вода отсюда сильно не убывала. И труба, конечно, впечатление немножко портит. Как будто там ступеньки есть. Но не по трубе же перебираться, правильно? Кстати, смотрите, какие тут приблуды интересные. Какая-то доска и петля. Доска, я не понимаю, для чего это. Это, наверное, вот так должно было быть. Вот так это, наверное, должно было быть. Или я что-то не понимаю. Объясните мне. У меня с собой экшн-под. А этот, как его, чехол, который я вчера купил, он мне сейчас бы, конечно, пригодился бы. Я прям в футболке иду. Пофиг вообще. Вот так за корешки хватаемся. Не думаю, что я здесь больше пояса бы намочился. Дно хорошо видно. Здесь наверняка есть какая-то, глубина, да? Там наверняка есть какая-то глубина. Камни не скользкие, потому что здесь вода стекает. Ступеньки заботливо выдолблены. Опа. Вот так вот. Вот так вот. Вот отсюда видно, что да, вот здесь хороша глубина. Может быть по шее или даже ниже. Но реально все портит вот этот вид. Вот этот вид цивилизации. Это труба, вот эта вот коряга. Она здесь совершенно не к месту. Ой, вы только посмотрите, вода чистейшая. Здесь прям хорошая чистая вода. Вот здесь плавать приятно. Ну, правда, водоемчик такой маленький, но какой есть. Ой. Ее там снизу тоже вымыло хорошо. Скорее всего,
Из-под низа тоже вода идет. Вот здесь течет из-под пород. Из-под пород. Вот там красиво. Да. Вот тоже накапывает снизу. Блин, прикольно, водопад, его вот так вот вброд переходить. Такой кайф полазить, вы не представляете. И за каждым поворотом видеть что-то новое. Еще один водоемчик. Только не пойму, маленький, большой. Маленький. Неглубокий. Опа. Кто-то сейчас сюда прыгнул. Может быть, лягушка? Вы что-нибудь видите? Ой, я не вижу. А оно есть. Вон там поверху надо пройтись будет. Ага. Красиво вымыло. Смотрите, как... Фу. Паук, паук. Ловушка. Вот так все вымыло. Идеально. Ну, пока что мы видели. Один, можно сказать, настоящий водопад. Остальное так, просто течение. О, он такой заворот делает. Здесь, кстати, воды меньше. Ну, видимо, должно было быть больше, потому что здесь вот эта вся зеленая зона, она, по идее, должна быть под водой. О, скользко. Пока каких-то сложных и тяжелых участков не было. Все как будто бы сделано природой для людей. Я особо-то толком и не прыгал даже. Я вот просто иду и все. Это от ветра ее так колышет, интересно. Вот так она ходит ходуном. Ой, а как тут залезать? Здесь? Поверху? Да, как будто бы вон есть тоже выдолбленные всякие ступенечки. Аккуратненько цепляюсь за корешки и веточки.
Там бревно плавало. Очередная паутина. Ой, здесь как будто лучше по низу пройти, чем по верху. Там потом такой склон идет. И вот это все зеленым заросло. Ой. Зря оно там все зеленым заросло. Оно должно быть очень скользкое. Да. Никакого сцепления вообще. Опа, смотрите. Капает из-под трубы. Над нами труба. И с нее капает. Я сначала подумал, нифига себе. Что за водопад интересный. А здесь вон цивилизация тоже. Тут снова хорошая, чистая, прозрачная вода. Ну, пить мы ее, конечно же, не будем, да? Ах. Вот, а здесь как будто уже ничего не течет. Потому что там выше вода застоялась. Нет, течет. А мы туда не залезем. Вон слева участки уже чьи-то жилые. Но я-то слышу, что дорога прям совсем рядом. Надо что-то решать. Походу, выходить на чей-то участок придется. Вот здесь проторенная тропинка такая, еле заметная. С кучей мошек. Какой-то шалаш. Тайный шалаш чей-то. Очень много паутины. Приходится пригибаться. Рекомендую данный водопад для восхождения против течения. Потому что по течению, честно говоря, я не ходил. Вот, но вы можете исследовать, в принципе, этот водопад. Он не так уж и далеко расположен от туристических зон, не так уж и труднодоступен, скажем так. Недалеко от города Лобок находится. Вот до самого водопадика еще, конечно, нужно будет дойти, потому что весь свой путь я показал на видео, и надеюсь, это было для вас полезно. И не только полезно, но и познавательно.